Мы занимаемся развитием меню. Вместе с командой мы изучаем технологии и анализируем потребителя, запускаем новые продукты и выходим на новые рынки. Dodo Pizza уже международная компания. Мы работаем в США, Китае, Великобритании. И это только начало. Все люди у нас в команде очень вовлеченные, то есть все постоянно что-то ищут, какие-то отзывы читают, ходят в рестораны, там, в пиццерии, что-то снимают, фотографируют, читают какие-то статьи. Всех реально возбуждает эта тема, она заводит, вот как создать крутой продукт, как сделать так, чтобы люди пришли к нам. R&D-лаборатория – это место, где рождается вкус, где придумываются новые ингредиенты, новые рецептуры, тестируются и разрабатываются новые технологии, оборудование. Это место, где рождается продукт. Я сейчас изучаю рынок, встречаюсь с поставщиками, они привозят образцы. Я в офисе всех кормлю пирожными, десертами, чизкейками. Все уже шарахаются от меня. Он вообще-то всю жизнь мечтал заниматься десертом, что он хотел быть кондитером там, или что-то типа того. И сейчас вот он просто счастлив, кайфует своих проектов. Мы бы хотели делать больше, но мы понимаем, что просто у нас людей иногда не хватает. Лет с 14 я начал каждое лето работать на Сыктывкарском хлебзаводе. 50-метровая печь, которая печет 20 тысяч хлебобулочных изделий в сутки. Да, я люблю готовить, но я не люблю, чтобы это превращалось в рутину. Я люблю как-то вот с вдохновением, как-то вот с идеей, как-то вот с такой. Это очень сложно для меня было решение, я его вынашивала несколько месяцев. Я реально боялась уходить из банка в пиццерию, но это одно из самых главных и правильных моих решений в жизни. Как ни странно, в работе мне нравится неопределенность. Еще буквально сегодня ты можешь в России разрабатывать, улучшать рецепт фирменной пиццы Dodo, а на следующей неделе ты можешь уже разрабатывать новое меню для Англии. Мой продукт – это продукт. Все, что связано с продуктами в меню, от идеи до реализации, до, грубо говоря, там, аналитики, продаж по окончанию цикла этого продукта. Меня просто крайне вдохновляет проект новой пиццерии в Китае. Китай. Это было безумно. Я с детства мечтал там побывать. Мы работали с 7 утра до 9 вечера. Меня это вдохновляет, потому что я ответственный фактически за всю цепочку производства, от заготовки до упаковки и передачи клиенту. Сейчас у нас есть возможность работать со специалистами высокого уровня. И совсем недавно совместно с итальянским шеф-поваром Алексом Тадаро мы разрабатывали новый рецепт теста, который будет использоваться в пиццерии будущего в Китае. И я могу потом с гордостью сказать, что я, моя команда, мы сделали то, чего еще никто никогда не делал. Проект «Новый продукт» – рулетики. То, что я пытался сделать из теста, это были хачапури с сыром брынза, фета. Это были разнообразные крутоны, бомбочки. Скоро запустим, как спойлер, рулетики с брусникой и сгущенкой. Занимался продуктовым маркетингом и думал, что я в этом разбираюсь. Но я понимаю, что это только начало. Это постоянное изучение чего-то нового, направление изучения вкусов каких-то других кухонь мира. Каждый раз это какая-то новая история, каждый раз это новый какой-то кейс, и каждый раз стараешься уже там не наступать на те же грабли, что вот определенный драйв, и он, мне кажется, нескончаемый. И ты понимаешь, что ты проработал вопрос со всех сторон абсолютно. Когда ты осознаешь, что завтра этот продукт запустится в 400 пиццериях, это круто. Каждый день у нас есть возможность добиться каких-то результатов. Каждый день ты видишь, как ты идешь вот по этой лестнице, карабкаешься, иногда тебе там больно, иногда там вообще... Но в итоге ты добиваешься какого-то результата, ты чувствуешь, что вот не зря я родился. Я реально чувствую поддержку от команды. Я каждую минуту узнаю что-то новое. Иногда о себе, а иногда о людях, а иногда о том, чем мы занимаемся. Я всегда представляю себе это так, что я гуляю где-нибудь, не знаю, там, по Ницце, иду по набережной, и там Dodo Pizza. Там, у меня там родители где-то тоже отдыхают и присылают мне фотографии там, из Барселоны, там, друзья где-то, не знаю, в Марселе, там, в Лос-Анджелесе, и везде есть Dodo, и ты смотришь на это и понимаешь, что ты это создал вместе с командой. Это очень круто. Друзья, еще раз доброе утро. Меня зовут Николай Песков. Я предлагаю поприветствовать нашего нового сотрудника. К нам присоединяется в команде Полина Чернышова, новый продакт-менеджер. Она будет заниматься кассами в Dodo. Давайте поприветствуем Полину. Я же хотел вам сегодня немножко рассказать о своей работе.
Напомню, я бизнес-девелопер. Моей основной задачей является помощь, поддержка в развитии партнерских пиццерий в России и за ее пределами. А сегодня расскажу о том, что же интересного произошло за этот календарный год в Казахстане, какие знаковые события произошли. Отмотаем время на год назад, октябрь, конец октября 2017 года, когда мы сделали, было знаковое событие, когда мы вышли на рынок города Астана. То есть это был выход в столицу Республики Казахстан. В тот момент, включая эту пиццерию, у нас было 16 пиццерий в сети Казахстана. Общая выручка за месяц составила тогда 25,5 миллионов рублей, в переводе на рубли. И это был неплохой результат. Мы видели огромные перспективы в рынке. Но кроме нас, эти перспективы увидел еще один американский пицца-бренд, который примерно в это же время объявил о своих планах развития на рынке Казахстана. Мы никогда не боялись конкуренции. Мы, в принципе, в России достойно конкурировали с этим брендом и не видели проблем, как конкурировать с ним в Казахстане. Мы верили, что у нас есть сильный бренд в Казахстане, мы понимали, что у нас некий запас прочности есть, да, и некое преимущество в том, что мы раньше вышли на этот рынок, уже завоевываем наших клиентов. И вот с этими мыслями мы даже выехали в Казахстан, мы провели первую встречу франчайзи-партнеров в Казахстане, выехали команда топ-менеджеров туда, и мы посмотрели, как же представлен наш продукт, да, то есть каким продукт видит наш гость в Казахстане. И вот здесь для нас произошло некое такое озарение. Мы вдруг поняли, что не все так хорошо, и у нас есть серьезные проблемы. Что это были за проблемы? В первую очередь это были проблемы, связанные с продуктом. Он был нестабилен. Он сильно отличался от того, что мы делали в России, и от того, что мы хотели видеть в конечном счете в Казахстане. В первую очередь отличался за счет локальных ингредиентов, которые не отвечали тем требованиям, которые мы к ним предъявляли. Наш маркетинг не был системным, он был хаотичным. Партнеры зачастую сами выстраивали маркетинговую политику, стратегию, да, и не согласовывали с другими гостями. Сами брали макеты из базы знаний, что-то с ними делали, меняли, не согласовывали и, в общем-то, применяли это все на практике. И не было единого мнения, подхода, да, к позиционированию, кто мы есть, то есть на каком меню работаем, какими ценами и кто наш клиент в конце. Самое главное, что мы осознали тогда, что, наверное, вот в тот момент пицца-опыт гостей Казахстана значительно отличался от того, что было в России, и от того, что мы, конечно, хотели видеть. И с этим мы не могли достойно встретить конкурента. Нам нужно было срочно что-то делать, нам нужно было срочно принять какие-то решения. И нам нужно было на чем-то сфокусироваться. И первое, на чем мы решили сфокусироваться, это меню и ингредиенты. Мы решили, что мы должны приблизить максимально продукт к российскому меню. И основной целью было максимально, насколько это возможно, заменить локальные ингредиенты российскими. То есть начать возить ингредиенты из России, насколько это было возможно. И это решение позволяло решить, по сути, две проблемы. Так мы начинаем контролировать качество продукта, и так мы начинаем выстраивать продукт как единый продукт в Казахстане. То есть вкус по всему Казахстану будет плюс-минус такой, какой мы хотим его увидеть. Раньше с локальными ингредиентами этого было достичь невозможно. Но вставал вопрос о том, какие мясные ингредиенты нам использовать. Как вы знаете, Казахстан — это по преимуществу мусульманская страна, и вопрос халяль-ингредиентов для них очень важен. Это, по сути, конкурентное преимущество. И мы понимали, что в тот момент, да и на самом деле сейчас, мы не имеем быстрого и правильного решения по халяль-ингредиентам. А при этом развиваться нужно было, и нужно было поднимать качество продукта. В тот момент стал выбор, то есть на чем работать. Погрузиться в халяль ингредиенты, начать искать, да, и при этом оставить тот слабый продукт, который у нас был. Либо же принять для себя волевое решение и начать готовить меню без свинины. Для того, чтобы вы понимали, ключевая разница, некоторые вообще думают, что халяль равно без свинины. На самом деле все не совсем так, это все более сложная тема. Халяль, если так углубиться, это с точки зрения мусульманской религии разрешенный к употреблению продукт. Но это целая индустрия, это сложные терминологии, сложные задействованные материи в этом всем. И мы понимали, что мы не можем этого сейчас реализовать. И мы приняли решение работать без свинины. Партнеры, откровенно говоря, приняли это в штыки.
То есть, особенно те, кто живет в южных регионах Казахстана, было мнение, что мы потеряем нашу аудиторию, мы потеряем тех клиентов, для которых важна была вот эта халяля составляющая. Мы даже слышали такое, удивительно, но такое серьезное заявление о том, что партнеры не готовы были некоторые работать с нами, даже понимая, что они не могут по религиозным причинам продавать не халяля ингредиенты. Но мы приняли волевое решение работать именно так. Вместе с компанией Дымов мы разработали уникальный ингредиент. Уникальный он тем, что до этого он не применялся нигде и применяется только на рынке без свинины. Это пепперони Восток. Чем же она отличается от обычной пепперони? Да, на первый взгляд она сильно ничем не отличается. Мы добились того, что визуально она очень близка к ней. По вкусу, лично я, например, в слепых тестах не смог бы, наверное, сразу отличить. И этот ингредиент позволил нам добиться той цены, по которой продавалась наша обычная пепперони. То есть, по сути, это был полноценный заменитель. И он позволял нам сделать значительный шаг в качестве продукта в Казахстане. Чего же мы добились этим? Продукт наш стал лучше? Да, стал. Он стал вкуснее, он стал визуально более качественным. И с таким продуктом мы действительно могли достойно встречать конкурентов на рынке. Подобные решения в меню ингредиентах позволили нам подключить Казахстан к единому маркетинговому циклу. Напомню, что теперь мы в Казахстане можем, например, спокойно запускать сезонные продукты. Мы начали адаптировать наши крутые макеты, то есть мы начали давать нашим казахским партнерам готовые решения, локализованные на казахском языке. Мы также локализовали нашу коробку. Я думаю, многие партнеры в России узнали об этом тогда, когда получили один прекрасный момент коробки с надписью «Додо Пицца», сеть номер 1 в Казахстане, причем на казахском языке. Но такой маленький фейл, мы из него очень достойно вышли, потому что, по сути, качество этой коробки было полностью идентично российскому. И на самом деле мы смогли эту ошибку превратить в такой прекрасный инфоповод и не потеряли при этом в качестве. И мы понимаем, что теперь мы, в принципе, посмотрев на широту охвата, на то, как мы быстро развиваемся в этой стране, мы понимаем, что в следующем году мы уже вполне можем запустить первую федеральную рекламную кампанию, которая будет направлена именно на рынок Казахстана. Я думаю, что для наших партнеров это будет очень знаковое событие. Но какие результаты есть, например, в финансовом плане? Что произошло за год? За этот год, если сравнить октябрь к октябрю, мы выросли больше, чем в 2 раза по выручке. То есть выручка составила 61 миллион рублей за месяц в октябре. А если взять, например, сравнить топ-5 пиццерий по выручке с теми же российскими пиццериями, то мы видим, что казахстанские пиццерии ничуть не уступают российским коллегам и достойно держатся, дают хорошие результаты. Что же было, наверное, самым сложным в этих вроде бы, казалось бы, простых, но при этом нестандартных проектов? Самым сложным было убедить партнеров в том, что проблема, она есть, и эту проблему нужно решать как можно скорее. Для партнеров это означало выход из зоны комфорта, ведь они привыкли работать так, как работали раньше, на локальных ингредиентах, с слабым маркетингом и так далее. И мы прекрасно понимали, что наши решения были непопулярные. Но нашей основной задачей было убедить партнеров довериться компетенции и опыту управляющей компании. И мы надеемся, что это доверие было оправдано. Друзья, спасибо. У меня все. Передаю слово Евгению Кротову.